Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал от ИПА и не только. И мы продолжаем цикл выпусков в гостях у компании Berkmold. И сегодня в этом ролике мы поговорим о центральной системе охлаждения. О том, как она устроена, для чего она нужна и в каком случае целесообразно выбирать именно ее, а не ставить чиллер возле термопласт-автомата. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, сделайте одно или два важных дела. Поставьте лайк этому видео, сделайте подписку на канал, а еще можете нажать колокольчик здесь, чтобы вы узнавали все новости нашего канала и видели наши новые видео. Здравствуйте. Да, могу рассказать кратко о том, что данную центральную систему охлаждения мы поставили в городе Хотьково. Мы же переехали из Хотькова в Сергиев Посад, 10 лет там или 12 были в Хотьково. В цехе у нас стояло холодильное оборудование вот такое вот. Это что? Это чиллера. И мы почему пришли к центральной системе охлаждения? Потому что летом в цеху было невыносимо жарко. У нас мало того, что станки греют нас, и плюс еще чиллера выделяют тепло от вентиляторов очень сильно. То есть он в цеху стоял, Он да? в цеху стоял, и работать было невозможно. Все ходили потные, монтировать там пресс-формы было тяжело, но очень ужасные условия работы. И было принято решение сделать центральную систему охлаждения, дабы убрать холодильники из цеха. Мы сделали небольшое такое помещение, как вот здесь, вы видите, из пеноблоков. Запихнули туда 4 чиллера, соединили их последовательно, обратились в некую компанию, называть не буду. Она нам сделала проект по этой центральной системе охлаждения, установила нам на улице драйкулер, вывела нам отводы тепла тоже на улицу. То есть, соответственно, мы убрали холодильники из цеха, и в цех были заведены только трубы. У нас было две ветки. Первая ветка глюкольная и вторая ветка вода. Почему не две ветки глюкольные? Потому что одна ветка глюколя шла на теплообменники, на охлаждение масла, а вторая ветка глюколя должна была пойти на охлаждение форм, но она не справлялась. Мы не выходили на циклы, и формы перегревались. То есть у вас для станков у форм были разные ветки, да? И сейчас тоже да, разные. и мы оставили так же. И у нас получается сейчас на данный момент теплообменное оборудование на масло, на термопласт-автоматах, оно охлаждается глюколем, и нам этого хватает. Там температура рабочего масла 35-40 градусов, норма, и летом, и зимой. А вот пресс-формы мы поставили два вот таких танкера по 2 тонны, получается 4000 литров у нас здесь. И это все охлаждается вот этими вот чиллерами, там вода. Мы делаем водоподготовку, чтобы уменьшать жесткость воды. Вода у нас обычная вода, просто обычная вода, да, подготовленная, она умягчитель, так сказать. Мы заливаем в эти танкеры воду и, получается, добавляем туда еще химию, чтобы там коррозию убрать, вот это вот все. Но все равно, понятная вода не супер прозрачная, она такая, имеет мутноватый оттенок, но мы раз в месяц там сливаем, заливаем, сливаем, заливаем. И, соответственно, мы вышли на цикл, водой охлаждать пресс-формы прям вообще хорошо. То есть главным триггером, почему стали ставить центральную, Жарко в цеху. потому что было Да, жарко в надо цеху. было уйти от этого. То есть это не экономика, это не удобство, это не стабильность. Экономика, это не удобство именно в плане жары. Все, это не стабильность, это не экономика, так и ничего. Только вот жара и все. Потому что холодильники так и остались, в принципе, как они и были в цеху. Добавился только полипропилен из труб, добавились танкера вот эти вот, ну и управление, и все, и больше ничего. А драйкулер стоит на улице, в нем охлаждается глюколь. Там температура более стабильна, получается. Там температура более стабильна, но у нас не весь цех на центральной системе охлаждения. У нас одна ветка, большие станки на центральной системе охлаждения, это глюколь, вода. А маленькие станки это у нас стационарные чиллера. И мы, в принципе, почему оставили несколько чиллеров? Потому что зимой, если бы была только центральная система охлаждения, ну в цеху холодновато зимой. Вот, и мы оставили хоть как-то подтопиться. Самая большая проблема именно при переезде с Хотькова в Сергиев Посад была с монтажом связана. Потому что в Хотьково нам монтировала центральную систему охлаждения специальная организация, а здесь мы решили поверить в себя и попробовать ее смонтировать сами. Мы отфоткали все, что было установлено в Хотьково, перенесли это на бумагу, там, на фото-видеоматериалы, разобрали сами, перевезли сюда и начали монтировать. Понятное дело, что нам надо было какие-то трубы порезать, потому что в цеху было в Хотьково 2 ветки, здесь одна.
Самая главная проблема была не с монтажом там электрики, драйкулера вот этого большого, который на улице, а самая главная проблема была с пайкой полипропиленовых труб диаметром там 110 мм, 90 мм. Это очень тяжелый процесс. Я не думал, что полипропилен большой появится так тяжело. Но справились, спаяли. Никого не звали. в итоге. Никого не звали. Все сами, все самостоятельно. То есть эта система, она и зимой, и летом работает, Она да? зимой и летом работает, да. Но мы, понятное дело, до идеала еще и не довели. Мы уже второй год ей занимаемся. Мы, когда ее сюда поставили, здесь вообще не было для нее гаража, вот этой пристройки. Она была голая, без стен, не было колпаков на чиллерах. Здесь было достаточно жарко летом, потому что лето от крыши жара, ворота постоянно были открыты. Мы потихоньку сделали пристроечку, мы потихоньку сделали из оцинковки вот такие вот колпаки, поставили их на вентиляторы, увели тепло на крышу. И дальше мы будем пытаться смонтировать там, объединить все это в один воздухоотвод и вывести это все на улицу. Сейчас это выходит в цех, получается. Нет, сейчас это не в цех выходит, а вот сюда, вот в это помещение на склад. Вот. Но нам комфортно пока. Нам самое главное обеспечить было, чтобы холодильники сами себя не грели. Потому что когда они начинают сами себя греть, они там встают по ошибкам и не справляются. А драйкулер тоже и зимой, и летом. Драйкулеры зимой и летом работают. Летом, получается, работает драйкулер и работают чиллера. Вот эта вся система, когда температура на улице становится там минус 3 градуса, плюс 3 градуса, вот в этих пределах. Холодильники начинают выключаться, и мы начинаем работать только от драйкулера. Получается, драйкулер, глюколь охлаждает и воду, и получается и масло. И вода охлаждается не холодильниками, а уже То есть вообще глюколем. холодильники отключаются. Вообще холодильник отключается. Улица, то бишь вот какая температура на улице, такая температура и глюколя. И она удерживает, да, какой-то Да, диапазон? улица охлаждает глюколь, да. А там, получается, два контура, что ли, под воду и под гликоль? Да, тут два контура под воду и под глюколь. В теплообменник заходит глюколь, и в теплообменник заходит вода. Глюколь охлаждает воду, и потом вода холодная уже побежала в цех. Это именно на зимний период. А на летний период это все перекрывается, там стоят клапана, перекрывается эта линия, и вода уже охлаждается непосредственно за счет вот этих чиллеров. А перекрываются, вот эти шкафы висят, да, на стене? Это Не-не-не, нормально. эти шкафы, это у нас мозг, пульт управления. Это управление насосом воды, это управление насосом глюколя, вот насос воды, вот насос глюколя, вот теплообменник, в который заходит глюколь и вода, и получается глюколь охлаждает воду в зимний период. Вот этот, кстати, главный холодильник, который управляет теми холодильниками, они соединены последовательно. На нем мы выставляем температуру, которую хотим видеть на воде в цеху, на формах. Вот, да. А переключается это все вот этими клапанами. Ветка, то бишь тут одна ветка глюколя, подача и обратка, и одна ветка воды, подача и обратка. И вот эти клапана в летний и зимний период начинают щелкать, переключаться. А на форму какая температура воды подается? Слушайте, здесь у нас сейчас установлено 14 градусов. В цеху на чиллерах мы под задачей. Обычно там это 14 градусов, можем и до 11 скинуть. Но не выше этих 14 Ну, это в градусов. чиллерах, которые без центральной системы. Да, без центральной системы. Это все от циклов зависит. А на термопласт автомат какая температура? На масло? Да. Но масло мы стараемся регулировать. Здесь у нас получается, если посмотреть, вот гликоль сейчас приходит там 24 градуса. В цех он заходит. Минималка глюколь может быть 10. Ниже 10 он не упадет никак, даже в холодный период времени. Вот. И получается вот эти 24, они заходят в цех, охлаждают масло, и масла достаточно. Масло мы можем посмотреть сейчас на станке порядка 35-38 градусов. А можете какие-то ключевые параметры этой системы сказать вот нашим зрителям? Тут получается объем, да, 4 куба Да, все правильно. воды. А гликоля? Глюколя порядка, наверное, 2 тонн здесь. Плюс в системе, наверное, литров 400. Ну ладно, грубо говоря, там 2,5. По давлению в цеху вода мы держим порядка там 2,5-3 бар, потому что у нас мы насосом регулируем. Как вы видите, у нас насос прикрыт. Мы его на полную мощность не открываем. Мы можем там, наверное, 3,5 дать и 4. Но мы делаем под термостаты, к примеру. У нас термостаты, вот, которые умные, они там ниже 2 очков не срабатывают. Нам приходится добавлять. Глюколь в системе порядка тоже там 3 атмосфер, 3 бар.
То есть возле каждого большого станка, к которому подходит магистраль, еще стоит термостат, да? Да, ну, стараемся, да, у нас 18 станков, не все укомплектованы термостатом, но там термостатов, наверное, 10-12 в цеху гуляют с машины на машину. То есть вот на сколько машин эта система сейчас работает? На 11 станков. 11 станков. Да. Что это такое нас постоянно перебивает? Это компрессор, 2 ветки. Мы просто поставили 2 компрессора. Один неделю работает, перекрываем, второй неделю работает. Это центральную линию воздуха в цех, Это да? центральная линия воздуха в цех, да. Единственное, у нас в центральной системе охлаждения раньше было 3 последовательно соединенных холодильника, точнее 4. Осталось 3, потому что один вышел из строя. И мы купили новый холодильник и запитали его не последовательно, то бишь вот эти 2 холодильника работают от того, у которого мы были, от главного. То бишь главный задает все параметры вот этому, когда включаться, какая температура, а этот работает отдельно. Мы его подключили напрямую к баку, и он как бы помогает вот этой системе, которая центральная, включается отдельно и работает отдельно. Мы постоянно говорим, что есть гликоль, есть вода. Можете рассказать для наших зрителей, которые не совсем в теме, для чего нужен гликоль, для чего вода и почему вот эти две разные среды нам приходится комбинировать? Слушайте, гликоль мы поставили, потому что вода, мы, как правило, знаем, у нас жесткая, и за ней не все следят, а за ней надо следить. Надо правильно водоподготовку сделать, надо правильно химию добавить и постоянно за ней следить. Вот, чтобы она не закоррозировала, все каналы не закоррозировали. А теплообменники, как правило, если они на воде, и если, к примеру, постоянно там вода циркулирует, ну ничего не будет. Вот, если станок постоянно в работе. А если стоит только станку тормознуться, все, там начинают эти трубки, ну, сейчас, понятное дело, там, может, медные трубки сотые вот эти делают, где-то стальные делают. Это все коррозирует, забивается, и потом тяжело теплообменник чистить. За этого мы... Гликоль исключительно для того, чтобы беречь теплообменники в термопластовых станках. Чтобы беречь каналы внутри, да, теплообменников. А почему форму беречь не нужно тогда? Формы не то, что беречь не нужно, формы бережем. Мы формы бережем. Почему мы воду используем? Потому что на глюколе невозможно выйти на те параметры литья, которые нам нужны. Нам, к примеру, надо соблюдать цикл строго в 30 секунд. Если мы поддадим глюколь, температура глюколя не даст этого. И мы не сможем охладить изделие. Его нельзя охладить сильнее? Да, его нельзя охладить сильнее. Когда заканчиваем процесс литья, выпустили, форму сняли, сразу же продули канал охлаждения от воды, загнали туда химию, прогнали каналы химии, продули еще раз и убрали ее. Могу рассказать про аварию такую, но она не сказать глобальная, но она очень неприятная. У нас были тут недавно на днях отключение электропитания внеплановое. Цех работал, бас, отключили питание, все станки встали, центральная система охлаждения встала. Понятное дело, что это нереальные сложности, потому что перезапускать цех это очень тяжело. И забегались в суете, забыли, что центральную систему охлаждения надо запускать очень нежно. Надо насосы все закрыть. Плавно насосы, когда питание дали, включил центральную систему охлаждения, насосы плавно краны открывать, чтобы давление не сразу резко в цех пошло. А мы сразу открыли, давление большое, сразу толчок дало в цех, пневмотрубки из штуцеров посрывало. Соответственно, наладчик не сразу увидел это, потоп моря под станком. У одного станка только сорвало? С одного станка сорвало. Но это было достаточно. Интересно. Но это было достаточно все равно. Море большое, это тряпки, пылесосы, все это собираем. Но это вода, это не гликоль. Это вода, не глюколь, слава богу. Но у нас проблема с глюколем тоже была. У нас подтекало фланцевое соединение после пайки. И пришлось это все разбирать, глушить, глюколь сливать, перепаивать, собирать. Но это тоже такое себе. Через эти отверстия вот там вот выходят трубы, вот они заходят толстые, и пошли по стене 4 ветки. 2 ветки вода, подача и обратка, и 2 ветки подачи и обратка глюколя. И получается, каждому станку у нас подходят также по 4 трубы сверху. 2 ветки воды, 2 ветки глюколя. А сколько времени занял переезд вот этой всей системы центральной водоохлаждения? Слушайте, мы... Первый год, когда сюда переехали, мы питались от чиллеров, потому что монтировали центральную систему охлаждения. Центральную систему охлаждения мы смонтировали, наверное, месяцев за 7. Мы переехали беспрерывно. У нас в Ходьково еще не все оборудование выехало, сюда оборудование уже заехало. Нам надо было
там лить и здесь лить. И мы цех не выключали, мы параллельно все делали. Из-за этого Привозили, были запускали какие-то, сразу. да, из-за этого возникли сложности. Мы здесь устанавливали обычные чиллера, работали, цех топили, было жарко, параллельно делали центральную систему охлаждения, потихоньку холодильники уезжали в центральную систему охлаждения, потихоньку они подключались там один за другим. И вот постепенно смонтировали. Ну, если все вскупе брать, наверное, год потратили. А вот эта вот большая Это емкость, ресивер это для воздуха или Это ресивер для воздуха. У нас там 2 компрессора стоит, как я вам рассказывал. которые шумят громко? Да, которые шумят громко. Здесь ресивер стоит, здесь осушитель стоит, который осушает воздух, чтобы влаги не было. Вот, как-то так. Какое давление? На этом 6 атмосфер. Да, но на каждый станок приходит меньше, потому что стоит регулятор давления, и мы регулируем атмосферы. Там на станок приходит порядка, наверное, 3 очков. Вот так. А так в системе 6. В общем, у нас вот на вот этой вот линии стоит 7 станков, и питаются они от вот таких вот чиллеров. На каждый чиллер приходится по 2-3 станка. Получается, здесь чиллера охлаждают, один чиллер охлаждает и формы, Все полностью, и весь масло станок, и охладить. масло, и пресс-форма, да. Спасибо вам большое за рассказ. Это был пластмассовый енот. Если вы еще не подписались, подпишитесь, поставьте лайк, заходите в наши соцсети, подписывайтесь, будем очень рады. И помните, друзья, профессионалами не рождаются, профессионалами становятся. Спасибо. Да, спасибо и вам, что приехали.